Всем привет, мои дорогие журналисты! Сегодня я опять отвечаю на ваши вопросы. Вопросов вы задали много. От того, не надоест ли медиасфера, поговорим об эмоциональном выгорании, о том, как я отношусь к креативу в новостных сюжетах. В общем, много-много классных тем, поэтому усаживайтесь поудобнее и поболтаем. Итак, первый вопрос. Не влияет ли профессия журналиста с ее отсутствием фиксированного графика на семейную и личную жизнь? Да, однозначно влияет. Сейчас я хочу немного обсудить вот это понятие нефиксированный рабочий график и то, что не нужно демонизировать это понятие. Приходя в медиасферу, вы добровольно соглашаетесь на такой график. И вы должны понимать, что выбираете одну из интереснейших профессий, и у нее есть свои какие-то моменты, минусы, и как раз вот этот ненормированный график входит в эти минусы. С другой стороны, мне кажется, что вам очень повезет, если у вас в жизни появится возможность хоть раз вот так вот поработать на износ, потому что вот эта работа на износ, она вас закаляет, она вас проверяет. И вспоминая некоторые свои рабочие дни, недели, я просто в шоке, как я вот этот 40-килограммовый человечек выдержал, ну плюс-минус, выдержал вообще такой график, потому что это тяжело физически, это тяжело морально, и сейчас, мне кажется, я бы уже не прошла через эти испытания, которые ты проходишь, когда ты молодой, на адреналине, и когда ты очень хочешь научиться. Нужно понимать, что это, вот этот график, это вообще подарок для вас, это возможность нахвататься такого опыта и научиться гораздо быстрее. Конечно, наверное, если вы работаете и будете работать в таких идеальных условиях с 9 до 6, вы все равно научитесь журналистике, но, наверное, не так быстро, однозначно не так быстро, потому что в таких жестких, экстремальных условиях вы обучаетесь быстрее однозначно. Еще один важный аспект этой всей истории – это ваша вторая половинка. Отношение вашей второй половинки к такому графику и к вашей занятости очень показательно. Если вы в самом начале отношений и видите, что ваша вторая половинка не принимает вашего желания строить карьеру, работать на износ, если вас постоянно обвиняют в том, что вот почему мы не гуляем, почему мы не видимся, почему, вам стоит очень внимательно рассмотреть эти отношения, поскольку я видела, в основном это касается девушек, хотя нет, это и парней тоже касается. Я видела такие ситуации, когда эти бедные начинающие журналистки, которым им и так тяжело, они в стрессе, у них там 10 вечера, им нужно сдать 2 сюжета, и их еще этот парень пилит, названивает, ну что, ну где, а с кем ты, а что ты. Нет, мужчины, я думаю, что вы должны быть благодарны, что у вас есть такая классная девушка, которая, кроме того, как сделать ноготочки и выйти замуж, хочет еще развиваться. Поддерживайте ее в этом. И, конечно, когда ваш молодой человек будет из медиасферы, вам будет проще. Вообще пары медийные, им в этом плане проще, потому что они понимают специфику работы каждого и, наоборот, помогают. Та же история и с операторами, к примеру, потому что их жены, которые не из медиасферы, очень часто ревнуют, а с кем ты там на съемки ездишь, а чем ты там занимаешься, почему так долго. И это тоже не добавляет комфорта к работе. Помогайте, наоборот, пытайтесь как-то помочь. Потому что вот в этот период становления, когда ты только-только начинаешь выстраивать карьеру, очень важно, чтобы все близкие, и это и родителей касается, и второй половинки, поощряли то, что ты делаешь, и поддерживали тебя морально, потому что ты и так в стрессе, как я уже сказала, и если у тебя дополнительный стресс извне от близких, то это, конечно, катастрофа. Имея фундамент в виде поддержки близких, ваша карьера гораздо быстрее пойдет наверх. Нужно понимать, что такой график будет в вашей жизни не всегда, если вы, конечно, сами так не захотите. Со временем вы расставите приоритеты свои и сможете регулировать свой график. Помните, нам в школе всегда говорили, что вначале вы работаете на оценки, а потом оценки работают на вас. Также это работает и в медиасфере. Вначале вы работаете на свое имя, вот так усердно, без выходных, без сна, а потом уже это имя работает на вас. Это классно, это классный опыт,
говорю я уже сейчас, когда это прошла, помню свои слезы, рыдания и вот эти стрессы жуткие. Ну, блин, честно, это хороший период в вашей жизни. Запаситесь успокоительным, мятным чаем, например, и вы все сможете. И следующий вопрос: не надоест ли эта сфера в дальнейшем? Да, конечно, надоест, я это уже прошла, но нужно понимать, что тут, когда мы говорим «надоест», не идет речь о том, что вам будет скучно. Речь идет о том, что вы устанете физически, морально, вы устанете уставать, и в какой-то момент скажете: «Воу, стоп, все, дайте мне время, пожалуйста, я уже не могу, эти интриги, этот график, этот насыщенный образ жизни, дайте мне, пожалуйста, отдохнуть немного и пожить как нормальный человек». Поэтому да, вы, скорее всего, устанете от этой сферы. Я смотрю на своих многих коллег, которые работали 5-10 лет в медиа, они со временем все-таки уходят с этой дорожки и выбирают что-то смежное, либо вообще не связанное с этим. Конечно, быстрее всего надоедают новости, потому что новости, они цикличные, и темы повторяются, и новости повторяются, и все, что связано с этой новостной сферой. Плюс новости – это такая адреналинозависимая сфера, то есть вы получаете этот адреналин, у вас там интерес, зажигается все, и также быстро у вас этот эмоциональный спад происходит, и тяжело постоянно в таких горках находиться морально. Журналисты не сразу уходят с новостной сферы в какую-то совершенно другую сферу, обычно пробуют делать какие-то свои проекты, заниматься редакторством, режиссерством, то, о чем я говорила в прошлом видео, но все равно и там есть потолок и предел, и умные, грамотные ребята стараются, например, построить что-то свое, уходят в свой бизнес. И это может быть совершенно другая сфера, не связанная с медиа, но вот эти медиа-связи, медиа-опыт, умение общаться с людьми, умение достать нужный контакт, это очень помогает им строить бизнес. Есть ребята, которые вообще ушли в спорт, очень многие уходят в пиар и политику, это прикольно, это интересно. Многих классных журналистов разбирают политики в свои пиар-службы, в пресс-службы. У меня сейчас как раз появился такой опыт. Если вам будет интересно, то немного расскажу о том вообще, как это работает, для чего нужна пресс-служба, как пресс-секретари взаимодействуют со своими там политиками, чиновниками и с журналистами непосредственно. Поэтому отпишитесь, если вам интересно, я внесу это в следующий выпуск. Поэтому да, скорее всего, через какое-то время, если вы человек амбициозный и вам интересна эта жизнь, вам интересно развиваться, и вы попробуете многие направления медиасферы, вы, скорее всего, уйдете куда-то либо в смежную сферу, либо совершенно в другую. Но мне кажется, это жизнь, тут нет ничего страшного. Вам, тем не менее, очень поможет вот этот медиа-опыт в дальнейшем. Поэтому не бойтесь этого момента абсолютно. Еще одна подписчица пишет: смотрю, вы путешествуете, скажите, есть ли у журналиста время на себя, на хобби и на отдых? Да, я много путешествую, последние 2 года особенно, где-то там 50 перелетов, еще больше переездов. Я, честно говоря, даже сбилась со счета, сколько стран и городов, но действительно много, так во все тяжкие, с одним рюкзаком, в основном по Европе, конечно, но тем не менее, да, в отрыв ушла. Это моя отдушина, мое вдохновение, я очень люблю путешествовать, я много фотографирую, подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм, будете смотреть на мои фотографии. Кстати, я слежу за тем, кто на меня подписывается, и чаще всего вижу, кто переходит с этого блога, потому что у вас на страничках написано там «будущий журналист», «журналистика», пишу тексты, всегда такая: «О, котята мои подписываются». Поэтому я вам очень рада. Также я снимаю видео, монтирую, вы видели, на моем канале есть и путешествия, поэтому да, я очень много путешествую, вижу в этом смысл какой-то и жизни, и вообще смысл моего существования, поэтому, конечно, да. Но такое количество путешествий появилось в моей жизни после того, как я, помните, говорила, вы расставите приоритеты. Вот я расставила приоритеты. В определенный момент я решила попрощаться с 2 сразу же работами, чтобы перезагрузиться и вот эти приоритеты расставить. Потому что, когда мне было 23, у меня произошел такой кризис профессии. И мне вот это увольнение очень помогло
перезагрузиться, понять, что мне нужно дальше, как я хочу дальше работать, в какой сфере, в каком направлении, сколько я хочу работать. И, конечно же, меня это перезагрузило. Если вы приходите работать по стандарту, как я это описывала раньше, так как я работала до этого, то, конечно же, у вас не будет такой возможности много путешествовать, часто уходить в отпуск, если, конечно, вы не занимаетесь travel-журналистикой или если вы не работаете на каких-то определенных условиях. Там есть редакторы, которые работают неделю через неделю, или журналисты, которые тоже на своих условиях. Но если вы попадаете в такую стандартную ситуацию, то у вас не получится так много путешествовать, это я вам говорю точно. Ну и плюс вот этот начальный период работы, период становления, когда вы пытаетесь заработать себе имя, вам даже как-то совесть не позволит уезжать, потому что, тяжело выпадать на неделю-две. И когда я работала журналистом, у меня не было времени, тут вопрос касается и хобби, у меня не было времени на хобби абсолютно, и на отдых тоже. Мне кажется, что отдых — это вот только поспать. Очень много было работы в тот момент. У меня не было хобби, поскольку моя работа — это и есть мое хобби, просто мне повезло, что это совпало, это вообще, мне кажется, идеальный вариант. Поэтому я, конечно, получала от этого удовольствие такое же, как от какого-то хобби обычно получают люди. Но, тем не менее, я смогла осилить две важные вещи в своей жизни. Я окончила университет юридический и сдала на права. Это было очень сложно, и эти два достижения также повлияли на мой этот эмоциональный кризис. Но бывает такое, что все совпадает в один момент, и тебе приходится работать и там, и здесь, и сдавать сессию, и сдавать на права, потому что иначе никак. Поэтому, конечно, если очень напрячься, то у вас получится совмещать. Но мне кажется, что если вы начинаете свою работу, то вы занимаетесь только работой. Как избежать эмоционального выгорания? Классный вопрос, классная тема, наверное, просто для отдельного огромного видео, но я постараюсь вместить это в один пункт. Я уже как-то говорила об эмоциональном выгорании, поговорим еще, если вам это интересно, если вы спрашиваете, то значит это нужно обсудить. Как избежать эмоционального выгорания? Никак. Оно у вас будет, если вы начинаете работать в медиасфере, однозначно. У всех моих коллег, медийщиков, было это состояние, и все они проходили. Причем не стоит думать, что это касается только ведущих или журналистов. Операторы точно так же страдают и через это проходят. Поэтому эмоциональное выгорание будет просто потому, что эта сфера нестабильна эмоционально. Она вас будет вот так вот подбрасывать эмоционально, как такие тяжелые мексиканские, итальянские отношения. Единственное, что я могу посоветовать спустя много лет опыта, не стоит принимать все близко к сердцу. Хотя для меня вот это правило, вот этот совет, он совершенно не действовал, потому что я пролила свои литры слез, как нужно, все и расстраивалась, и плакала, и страдала, все было, и вот эта фраза не расстраивайся, это не так серьезно, это не так страшно, это не такая большая ошибка была, это вообще на меня не действовало. Но если это вам поможет, то старайтесь не принимать все так же близко к сердцу, как я, и понимать, что через год вот все ваши истерики и то, из-за чего вы расстраиваетесь, реально не будет иметь значения. Вот честно вам говорю. Я думаю, что даже раньше, чем через год, поэтому постарайтесь. Теперь расскажу, что же произошло у меня. У меня был такой профессиональный кризис, который проходят наверняка все журналисты и ведущие. В 23 я поняла, что я устала, что мне неинтересно, что все повторяется. Факторов было много. Я тогда совмещала работу на двух телеканалах. На одном телеканале я работала редактором и ведущей, а на втором собственным корреспондентом. Это был всеукраинский канал. И у меня бывали такие дни, когда мне приходилось с утра приходить очень рано, собирать эфирную сетку, придумывать темы, потом быстро ехать на съемку для другого телеканала, быстро писать сюжет, включаться им, потом возвращаться, садиться в эфир своего другого телеканала и проводить эфир. И между этим еще, когда совпадала сессия, и еще сдавать экзамен. Это, конечно, была катастрофа просто. В такие моменты я всегда говорила, что мне проще уехать из страны, скрыться и просто забыть обо всем, потому что я думала, вот что мне предстоит сделать завтра, и я не понимала, как я вообще смогу это сделать.
Но как бы ты сосредотачиваешься, собираешься, и в принципе это все проходишь. Тебе может даже показаться, что это было не так уж и тяжело, но твоя нервная система так не считает, и со временем, конечно, сдает. И вот это был такой момент, усталость, и отпуск реально не помогал. Нам давали не очень много отпуска, там где-то неделя-две в год, я не помню. И этого не хватало, чтобы перезагрузиться, потому что ты приходил в себя только спустя 3-4 дня, когда тебе уже пора собирать вещи и уезжать обратно. Усталость плюс вот этот момент цикличности и того, что новости повторяются, все повторяется и уже неинтересно. Какие-то общие моменты в коллективе, на которые я также не могла повлиять. Плюс есть такой момент, который для меня очень важен, и вы знаете, он, наверное, пока что, по крайней мере, для меня важнее даже, чем там, зарплата, деньги, это фидбэк, вот отзывы. Я очень много классного фидбэка, просто особенно смотря на разницу в лайках и дизлайках, на ваши комментарии, на ваши сообщения. Вот реально классный фидбэк получаю от этого блога, и вы видите, что здесь нет сумасшедших просмотров, кучи подписчиков, но при этом я его делаю регулярно, потому что мне очень нравится болтать с вами, что-то вам рассказывать и читать ваши отзывы. Я действительно понимаю, что какую-то сотню журналистов изменю точно или вдохновлю, и это будет круто. Тоже касается и моей работы на BBC. Я пишу для BBC, и я вижу реакцию, комментарии людей. Я вижу, какие-то друзья ко мне подходят, говорят: «О, это ты же написала этот материал, да, там, что в Одессе что-то произошло, я читал недавно, прикольно». И класс. И представьте себе, работая в кадре много-много лет, вот этого фидбэка я не ощущала абсолютно. То есть ты какие-то топовые темы, топовые гости, вот этот весь движ, а при этом ты не чувствуешь, что зритель это смотрит, что зритель это оценил. И со временем я обсуждала это с ведущими, говорила: вот вы видите, что нет хороших просмотров на сайте, нет того, нет всего. Они такие: да, какая разница, работаешь себе в эфире и работаешь. Вот у меня так не получилось. Мне хотелось видеть, что моя работа это не только для себя, она в первую очередь для зрителя. И пока я этого не чувствовала, я потихоньку, вот эта мотивация, она очень угасала. Плюс такой странный немного момент, это желание посетить Италию. Я очень захотела увидеть Италию, я не была до этого в Италии. И я понимала, что я уже исчерпала там на полгода свой запас отпуска. Да, у нас такая была специфическая система. И я не смогу увидеть Рим. А мне очень хотелось. Вот прям безумно. Я прям чувствовала, что я должна быть в этом месте быстро, немедленно, и все. И оно все так совпало, и я поняла, что пора отпускать. Причем пора отпускать 2 этих телеканала, просто чтобы отдохнуть полностью. Я не скажу, что мне было тяжело принимать это решение, это было волнительно, но я настолько легко отпустила эти 2 очень важные, очень любимые для меня работы, чтобы перезагрузиться и дать себе время. И в день, когда я забирала трудовую книжку, я уже сидела в самолете в Рим. И я вам хочу сказать, что Рим меня очень хорошо принял и многое мне дал, и я многое обдумала, осознала, и с тех пор, мне кажется, встретила такое количество классных людей, классных работ, крутого опыта, с другим совершенно графиком, с другим подходом к работе. Да, у меня были, особенно недавно, месяцы, когда меня вообще практически не было дома, но все равно ты понимаешь, что ты уже не позволишь себе выдавливать себя бесконечно, просто эмоционально и физически, без понятного результата. То есть, когда ты понимаешь, что ты пытаешься победить на выборах, когда ты понимаешь, что ты снимаешь какой-то проект, ты понимаешь, для чего эта работа. Когда ты просто бесконечная такая телевизионная рутина, непонятно. Вот поэтому вот эти все факторы сложились, и эмоциональное выгорание в паре с другими моментами меня подтолкнули к тому, чтобы чуть-чуть изменить свою жизнь. И плюс вот этот момент, а когда, если не сейчас? Мне 23, у меня все в порядке, я молодая, у меня куча энергии. Почему бы не попробовать подвигаться дальше? Потому что, мне кажется, с каждым годом это сложнее. Поэтому да, эмоциональное выгорание будет, оно есть у каждого медийщика. Но это тоже такой период какой-то волшебный, загадочный, знаете, когда вы можете переосмыслить, подумать и расставить дальше правильно приоритеты в своей жизни. Ой, куда поступать? Это мой любимый вопрос. Однажды я затронула тему журфака,
И с тех пор это, наверное, один из самых популярных вопросов, а куда поступать? А скажите, в моем городе, каком-то названии которого я даже не знаю, есть журфак, стоит ли туда поступать? Ребята, я не разбираюсь во всех университетах всех стран СНГ, я не эксперт в этом, я просто однажды высказала свое мнение о том, что журфаки это не всегда лучший вариант, но по поводу учебы для телеведущего, мне кажется, мы не говорили никогда. Поэтому в двух словах скажу. Опять же, у меня совершенно не профильное образование, у всех ведущих, которых я знаю, тоже не профильное образование. Поэтому я даже не подскажу вам какой-то классный университет, который вот прям вы его окончите, и вот вы классный ведущий. Я думаю, что у нас даже прям таких нет. Может быть, есть, я не знаю, напишите в комментариях. Что я могу вам посоветовать? Осваивайтесь еще в одной профессии, потому что обратите внимание, какие проекты сейчас популярны и кто ведет эти популярные проекты. Это люди, которые являются специалистами в своей сфере. Там какие-то, особенно на украинском телеканале СТБ, там, например, ведущий психолог. Он классный ведущий, но при этом его основная специальность – это психолог. Ведущий криминалист, ведущий там модельер, дизайнер, который советует и учит молодых модельеров, дизайнеров. Ведущий психолог, автолюбитель, какой-то экономист, который ведет свою рубрику, связанную с экономикой. Особенно популярны, конечно же, вот ребята, которые разбираются в машинах, которые этим занимаются, и потом их приглашают вести проекты с этим связанные. То есть, мне кажется, вот это очень классный путь, когда вы эксперт в какой-то сфере и такой медийный эксперт. Там дали комментарий, тут раз, и вы уже ведущий. Если вас не интересует какая-то сфера особенно ярко, и вы вот прям просто хотите быть ведущим, чтобы быть ведущим, то тут, мне кажется, подойдут какие-то курсы. А вообще лучше всего, конечно, стартовать с журналистики, потому что очень чувствуется, когда ведущий не работал в полях, не работал журналистом, он такой какой-то космонавтик немножко, знаете, оторван от реальности, он не понимает, как создаются эти материалы, как их монтируют, кто их монтирует. Вот он такая квиточка, знаете, он вообще не понимает, как это работает. Поэтому лучше, конечно, проходить этот путь от журналистики, вам и дикцию журналистика поставит, потому что начитывать эти огромные тексты каждый день, попробуй не научись нормально разговаривать, и плюс вы уже научитесь и брать интервью, хоть коротенькие, хоть в комфортной обстановке, но потом вам будет легче. И плюс, мне кажется, не стоит забывать про современные технологии. Попробуйте вести блог. Если, опять же, у вас есть какая-то своя тематика, попробуйте рассказывать о чем-то конкретном. Если нет, просто болтайте, делайте закрытые видео, но так, чтобы вы себя не раздражали в кадре, чтобы ваша речь и интонация вас не раздражала, и потом вы сможете немножко себя подкоррегировать, поработать над собой, и даже этот блог там отправить кому-то и сказать: смотри, какой я классный, возьмите меня на работу. Ну, то есть, мне кажется, что сейчас очень много вариантов, как можно стать ведущим, не заканчивая какой-то определенный вуз, не учась в определенном университете. Это как один из вариантов, но есть еще миллион. То есть не зацикливайтесь конкретно на поступлении в профильный университет. В прошлом видео я много говорила о том, влияет ли ваш внешний вид на работу в кадре, но мы как-то больше обсуждали ваши черты лица. И тут мне прилетело много вопросов в Инстаграм, а влияет ли рост, там, низкий, высокий, влияет ли вес. Я отвечу коротко на этот вопрос и скажу так, что если вот этот рост и вес не является вашим комплексом, то совершенно не влияет. Если вы себя чувствуете гармонично в этом всем, то люди вообще даже не обратят внимания на это, им без разницы. Если вы классная, там, классный ведущий, высокий, низкий, не знаю, там, полненький, не полненький, то это вообще не имеет значения, если вы комфортно себя чувствуете в этом весе и с таким ростом. Но если это является вашим комплексом, то тогда однозначно влияет. Потому что очень видно, когда кто-то комплексует, этот человек будет выносить мозг всей съемочной группе. Тут я слишком худой, тут я слишком толстая, здесь я слишком высокий, слишком низкий. Дело не в съемочной группе. Иногда, конечно, бывает, что там кто-то не справляется, плохо выставляет свет, но на самом деле дело в первую очередь в том, что вы себя не принимаете таким, как вы есть. Поэтому видите и да, и нет. Все зависит от вас. Были ли ситуации съемки, которые вас очень напугали в работе? Да, были. Но, наверное, вас удивит вот эта история, которую я расскажу, потому что это немножко не то, что вы себе представляете. Меня совершенно не пугают какие-то столкновения, уличные, массовые, не массовые, когда я на съемке непосредственно.
Мне кажется, каждый журналист входит в такой какой-то транс, потому что ты настолько охотишься за этой информацией, тебе настолько нужен комментарий, интершум прописать, то, это. Ты настолько в адреналине и драйве, что ты совершенно не чувствуешь опасность. Вот это чувство самосохранения отключается абсолютно. Я иногда смотрела на съемки, на которых я была, и думаю, боже мой, зачем я вообще находилась в толпе в этот момент? Как? Но в момент съемки, там какие-то взрывы, стрельба, тебе не страшно. Ну, если я имею в виду не прям какие-то боевые действия масштабные, но там, например, уличные столкновения, митинги, фаеры, вот эта вот вся история. Тебе не страшно, ты получаешь удовольствие, ты вот здесь и сейчас в каком-то топовом событии находишься, и поэтому страх ты можешь ощутить только тогда, когда пересматриваешь, или когда твоя мама пишет: детка, я надеюсь, ты не снимаешь эти ужасные столкновения, и ты такой: нет, мам, и на самом деле стоишь там, а сзади тебя горит мусорный бак огромный, там кто-то забрасывает друг друга брусчаткой, бывает и такое. Но меня напугала неожиданная для меня ситуация. Я понимаю сейчас, анализирую эту ситуацию, что тогда произошло. Однажды у нас на телеканале проходил тренинг для журналистов и операторов, тренинг по самообороне. И несколько экспертов, там были бывшие полицейские, причем с каким-то очень крутым званием, люди, которые профессионально занимаются тем, что проводят тренинги. Их было 3 человека, и среди них была женщина. И они рассказывали нам какие-то там интересные вещи, как кого спасать, потому что оказалось, что из там 30-50 журналистов никто не знает, как откачать человека, что делать, если ему там что-то прострелили, еще что-то. Ну, то есть это очень важные умения, и оказалось, что у нас был там манекен, на котором нам показывали и давали возможность спасти человека. Короче, жизнь мы не спасли ни одному человеку, потому что, ну, реально не умеем. Поэтому будущим журналистам очень важно, посмотрите просто там на ютубчике видео, как спасти человека, как там рану ему перетянуть, потому что, серьезно, это очень классное умение. И нам рассказывали, где ходить в толпе, где не ходить, нужно ли носить вот эти пресс-жилетки, когда вы на каком-то массовом мероприятии. Вот это мы обсуждали. Обстановка была очень расслабленная, потому что было уже довольно-таки поздно, там или 8, или 9 вечера. Это был конец недели, все уже устали после такой тяжелой информационной недели, поэтому и мы с ними как-то так очень болтали по-дружески. И происходит следующая ситуация. К нам в ньюсрум врывается мужчина такой спортивного телосложения с пистолетом в руке и начинает угрожать женщине, которая вела тренинг. Одна из вот этих 3 ведущих тренинга. И причем, ну то есть мы так все с подозрением смотрим, но он выглядит недоверчиво. И он начинает на нее кричать: где ты была, я тебя везде искал, что ты вообще здесь делаешь, что это за мужик, а рядом с ней стоял наш коллега, парень-журналист. И то есть у тебя есть ощущение какое-то, что это какой-то развод, потому что все-таки у нас охрана там при входе, ресепшн, то есть ты просто так не зайдешь. Но с другой стороны, он настолько убедительно это все делал, и настолько быстро, что не хватило времени даже, чтобы осознать, это происходило, это я вам тут рассказываю, как фильм, это все было очень быстро. И он начинает на нее бросаться, завязывается драка. Наши журналисты, которые также, парни, которые также не понимают, это какая-то шутка или это правда, он опасен, он не опасен, все-таки ньюсрум. А у нас в ньюсруме полностью закрыты окна, которые не открываются, заблокирована одна дверь и заблокирована другая. Ну, то есть мы были по факту в большом закрытом помещении. Мы не понимали, как себя вести в этот момент, и это все происходит мгновенно. Завязывается драка, при этом у него в руке пистолет. Этот парень, этот мужчина заваливается ко мне на рабочий стол, роняет мой компьютер, роняет мою чашку, и у меня реально начинается стресс, потому что, я думаю, если бы это был развод, мне кажется, он должен был бы остановиться раньше. Но при этом вот этой паузы не происходит. И я вижу, что наши ребята вступили в драку и дерутся серьезно, непостановочно, и понимаю, что происходит катастрофа. Какая-то катастрофа, тем более у него оружие. И, значит, они завалились на мой стол, все развалили у меня на столе.
И здесь происходит момент, на котором я получила максимальный уровень стресса. Вот этот вот человек молодой, он стреляет в потолок несколько раз. У меня был такой шок и стресс в этот момент, что я вообще не понимала, что делать. Залазить под стол, убегать или что. Я не понимаю, он пришел нас всех поубивать сейчас или что с ним не так. При этом парни тоже как бы не понимают, они заламывают его, делают что-то, пытаются забрать этот пистолет. Он реально с физической подготовкой их заламывает в ответ. Это все происходит за несколько секунд. Половина девочек в слезы. Я просто в шоке. Я не знаю, при этом это все происходит прямо передо мной, конечно же, перед моим рабочим местом. И когда он сказал фразу «а теперь давайте разбирать ошибки», и наши подозрения в том, что это все-таки постановочная сцена, подтвердились, ну как бы все равно я, конечно, была в шоке. Я очень испугалась в этот момент, просто потому что когда ты на съемке, когда ты не непосредственный участник вот этих всех событий, ты чувствуешь себя человеком со стороны. Вот я вот этот ваш движ снимаю, и потом расскажу о нем зрителям. А тут замкнутое пространство, вечер, все устали, мы не готовы были. И мужчина с пистолетом, который реально стреляет, и когда это рядом с тобой происходит очень громко, причем настолько, что меня даже оглушило на несколько секунд, ты реально стрессуешь. Конечно, я тогда дико испугалась, и там практически до слез я не могла себя успокоить какое-то время, потому что мозг уже отказывается принимать, что это шутка, и ваша учеба, мозг уже очень испугался, поэтому, конечно, да. Он потом разобрал наши ошибки, в основном это были ошибки ребят, которые попытались нас спасти, сказал, что вы не должны были бросаться на человека с оружием, вы видели, что он физически сильный, и он вас мог просто убить. И, конечно, он был прав, потому что действительно вот это геройство от ребят, оно, конечно, было очень крутое, но в реальной жизни, если вот такой сумасшедший человек, но при этом сильный, который умеет обращаться с оружием, он бы уже давно, конечно, порастреливал половину ньюсрума. И это очень серьезная история. Плюс рассказывал о том, что нельзя было ни в коем случае закрывать все двери, мы повелись на его уговорки и это сделали. И там еще много-много моментов мы проанализировали, и то, кому нужно было позвонить в этот момент, какие службы вызвать, как попытаться его отвлечь внимание, то есть он разобрал эту ситуацию полностью и объяснил, как можно было его захватить, что сделать. Но, конечно, свой уровень стресса я получила серьезный в этот момент, и мне кажется, еще один раз у меня был такой стресс только тогда, когда под окнами нашего офиса была стрельба, и были закрыты окна, и я не видела, это стреляют по офису, или это рядом, или что происходит вообще. Поэтому вот это таких два момента, которые, конечно, меня действительно напугали. В остальном были съемки, на которых было некомфортно, на которых ты чувствовал себя небезопасно, но вот прям чтобы пугало, нет, такого не было. Интересный вопрос, следующий, который вы мне задали, и о котором я действительно не задумывалась до этого момента, как работать с соведущим в паре. У меня не было каких-то универсальных пунктов и советов, но я думаю, нужно подумать, структурировать как-то это все дело и подсказать вам. И я начала вспоминать свой опыт работы с соведущим в кадре. Я вам хочу сказать, что это очень классно. Это интересно, это немножко другой формат работы в кадре однозначно, но в этом нет ничего сложного, нужно просто быть нормальным человеком, как бы это странно ни звучало. Первый пункт, который я для себя выделила, это то, что ни в коем случае не нужно быть эгоистами. Вот у меня были несколько партнеров, с которыми мы в кадре, как ведущие, совпали на 100%. Было очень комфортно. Мне, в принципе, со всеми было комфортно работать в кадре, с кем попадала. Но есть ребята, с которыми мы просто у нас одни биоритмы, мы на одной волне. Я думаю, это отчасти связано с каким-то характером, темпераментом, с тем, что у нас один ритм эфиров по отдельности, а вместе мы понимаем, как нам работать дальше. Вот тут очень важно, что ни в коем случае не нужно быть эгоистом и пытаться перетянуть на себя внимание, перетянуть на себя большее количество вопросов. Вы поймите, от того, что вы будете смотреться как выскочка в кадре, а ваш соведущий не сможет вставить слово, а ваш спикер вообще не будет понимать, кого из вас слушать, эфир не будет лучше. У вас же общая цель сделать классное интервью. Так вот, от вашего
постоянного влезания в вопросы и эфиры лучше не будет. Не будьте эгоистами. Второй момент, признавайте свои сильные и слабые стороны. Это касается как каких-то профессиональных штучек, так и тематик, в которых вы разбираетесь. Вот, например, если вы понимаете, что вы лажаете в самом начале и не умеете красиво здороваться, отдавайте это своему партнеру. Если вы понимаете, что для него вот эти тирады в начале эфиров, там рассказать о том, о сём, чё как, для него это не проблема, отдавайте ему. Но при этом вы понимаете, что вы умеете классно подводить к теме, например. Забирайте это себе. Что касается тем, есть некоторые темы, которые были мне близки, и все ведущие всегда знали, что «О, это пускай Аня возьмет, она это любит». И также наоборот. Например, мне хорошо давались и легко давались темы образования, поскольку я когда-то училась в педагогическом колледже, и мне близко, я понимаю, о чем идет речь. Также близко какие-то вопросы гендерного равенства, неравенства, какой-то экологии и прочего-прочего. То есть мне это было интересно, и мне легко давались эти темы. А были темы, в которых я, конечно, плавала, то есть какой-то спорт мне, конечно, давался бы сложнее. Я бы однозначно подготовилась к этому эфиру очень серьезно, но, понятно, человек, который в этом всегда, который в этом разбирается, ему эта тема однозначно зайдет легче. Поэтому смотрите реально на свои силы и просто распределяйте. Например, у вас большая образовательная тема, и вы говорите, вот ты лучше в этом разбираешься, поэтому вот ты главный по этому эфиру, а я буду тебе помогать, буду твоей поддержкой классной. Еще один момент, будьте настоящим партнером, это как в танцах, то есть мне кажется, что успешность пары ведущих можно определить количеством неловких пауз и тем, что вы чувствуете, когда договаривает ваш соведущий, и подлавливаете его. Вы чувствуете, что у него там закончились вопросы, и пытаетесь его подловить и помочь ему, чтобы в эфире не было неловкой паузы. Или наоборот, вы понимаете, что у него есть еще какое-то уточнение, и дайте ему возможность задать этот вопрос, не перебивайте друг друга. То есть вот эта вот взаимосвязь, вот эти взгляды у нас всегда на уровне прям буквально взглядов было. Мы всегда понимали, кто дальше как. Даже если интуитивно не получалось понять, мы там просто переглядывались, и все становилось ясно. Еще один момент — это то, что когда вы в эфире с соведущим и есть гости, не думайте о своем следующем вопросе, слушайте, о чем они говорят. Не должно быть такого, что ваш соведущий что-то спросил, и они перешли на какую-то определенную тему с гостем, а вы такие, ну, у меня второй вопрос тут про хлеб, значит, я буду спрашивать про хлеб, даже если они говорят там про море, например. Ну, то есть будьте внимательны, вы реально утопите этим эфир. Готовьтесь к эфирам вместе, если у вас есть возможность, обсуждайте какие-то свои фишечки, обсуждайте вопросы, обсуждайте структуру эфира, как вы там перейдете к тому вопросу другому, обсуждайте. У нас была классная практика с ведущими, когда я работала редактором, и это очень помогало. Мы поставили себе такую цель, что каждый какой-то эфир должен быть с острым вопросом и с итогом. То есть первый вопрос, который у нас был, когда мы обсуждали эфиры на наших таких планерках, это чего мы хотим от этого эфира, даже если он касался популяции бабочек. То есть мы пытались найти острые углы везде, но чтобы это не выглядело, что мы придираемся к человеку, но чтобы это было интересно. Вот со своим соведущим обсудите, а чего бы мы хотели от этого эфира в дальнейшем. Давай подумаем, к чему мы придем в итоге, какой будет вывод. Будьте живыми, это последний пункт, который касается этого вопроса. У вас уже есть преимущество, вас в эфире двое, то есть диалог обеспечен. Позволяйте себе иногда друг с другом не согласиться, позволяйте себе иногда друг с другом поспорить, переброситься какими-то фразочками, добавить жизни. Если вы обсуждаете, что город застрял в пробках из-за того, что там потоп, высотки, плохие дороги, вы можете вполне себе добавить, что да, вы тоже так же добирались к работе, и что тоже были проблемы, и там какие-то свои наблюдения. Вы же журналист, в конце концов, кроме того, что вы лицо. И позволяйте себе иногда вот эту живинку, человеченку добавлять. Это классно всегда выглядит в кадре. Но не будьте хабалами. Тоже там не стоит обсуждать, кто вам лайк в Инстаграме поставил 30 минут. Все-таки вот этот баланс должен быть, но не бойтесь быть живыми в кадре. Мне просто кажется, что всем уже очень надоело вот это вылизанное телевидение, где все в галстучках, пиджачках, хотя я очень люблю пиджаки и галстуки. Но я думаю, что люди, которые привыкли к такому легкому формату интернет-СМИ, им бы хотелось иногда видеть такое от телевидения. Конечно, в рамках все равно, потому что это телевидение, но хочется какой-то жизни. Я думаю, что важно со своим партнером, соведущим это добавить. 10-й, предпоследний вопрос касается
креатива в новостных сюжетах. Я давно пытаюсь этот момент добавить в свои видео, но у меня всегда какие-то такие огромные видео, вот это, наверное, тоже будет огромным. Надеюсь, вам будет интересно это все слушать. И вот я постоянно пытаюсь об этом говорить, но потом понимаю, что, я уже настолько наговорила, давай в следующем. Но потом мне попадается очередное креативное видео, очередной креативный сюжет, и я понимаю, что я должна предупредить вас, начинающие журналисты, что ваши неординарные стендапы, ваша музычка на фоне ваших слов и текста, веселенькая какая-то в новостном сюжете, или ваша попытка показаться остроумным и потроллить какого-то политика, 99% будет смотреться очень колхозно. Прям очень. Давайте договоримся так. Если вы планируете добавить музыку в свой новостной сюжет, вы должны минут 10 сесть и подумать, она будет нормально там смотреться? А если через год вы посмотрите этот сюжет, вам не будет стыдно за это? Будет вам за это стыдно, поэтому не добавляйте музыку в новостные сюжеты, пожалуйста, особенно когда там серьезная какая-то тема. Не печальную музыку, не веселенькую, тем более обычно вы используете одни и те же треки, это просто невозможно смотреть. Мы не говорим о формате итогов, когда это больше такие авторские мини-программки, да, итоги новостные, они предполагают другой формат сюжетов, поэтому, ничего страшного я там не вижу. Иногда оно, наоборот, добавляет атмосферы. Но в обычных стандартных новостях музыка не нужна. Обычно это смотрится так местечково. Не добавляйте. Когда вы придумали какой-то необычный формат своего сюжета, там 10 лайфхаков, как добыть воду, когда у вас отключили воду, или что-то такое, посоветуйтесь с каким-то умным человеком, пожалуйста, если вы еще недостаточно опытный журналист. Объясните ему, как вы хотите, чтобы это выглядело, он, скорее всего, либо вас отговорит, либо вам подскажет какой-то более лояльный формат этого креатива. Потому что потом вы будете смотреть на это и думать, боже мой, какой я был глупый, как мне стыдно. У нас есть такая программа, я не знаю, ребята из Украины, наверное, в курсе, она называется «Рагули». Они собирают туда все такие сюжеты, особенно местного телевидения. Многие мои сюжеты могли бы туда попасть, когда я начинала только работать, поэтому я вас предостерегаю, чтобы вы этого не делали. Я понимаю, что вы творческие, креативные, необычные, но если вы не уверены в том, что это будет смотреться классно, придерживайтесь таких стандартов журналистики, пускай это будет сухенько, аккуратненько, но вам не будет за это стыдно потом. И этот момент троллинга, когда вам там 22 года, и вы приходите, и сейчас я вас всех, политики, депутаты, сейчас я вас всех как смешно поспрашиваю, расскажи мне первую статью Конституции или стих Тараса Шевченко. И в итоге по вам же видно, что вы не знаете, если вас спросить, что вы не знаете, какая это первая статья Конституции, и не знаете на память этот стих. Не стоит показывать себя умнее других, пока вы не уверены в том, что вы умнее других. И не стоит делать такие сюжеты со стёбом, материалы со стёбом кого-либо, пока вы не уверены в том, что в этом месте достаточно жизненного опыта, знаний и так далее, потому что это очень убого смотрится. Поэтому креатив и ваше творческое мышление в журналистике – это круто, но держите себя в руках. И последний момент, последний вопрос, который мне задали. Как у тебя получается писать такие прикольные и интересные тексты? Спасибо, конечно, за такой комплимент. У меня, конечно же, масса претензий к себе, к своим текстам и ко всему, что я пишу. Я не знаю, что конкретно подразумевал подписчик, какие тексты имел в виду, те, которые я пишу для BBC или те, которые я пишу в Инстаграме. Наверное, Инстаграм, потому что... Хотя, может быть, и те, и другие, не знаю. В общем, я 2 слова скажу об этом. Инстаграм — это все-таки моя отдушина, какие-то мои философские мысли о жизни, о том, что я вижу, какие-то наблюдения, не более того, которые я пытаюсь подавать по возможности, не используя какие-то штампы, типа «жизнь — это такая штука» и так далее. Пытаюсь подавать просто, лаконично, интересно. Но, кстати, когда у меня много работы, когда мне приходится много текстов по работе писать, мне очень сложно писать что-то творческое для себя. У меня нет вдохновения, отсутствует этот момент. Как только у меня какой-то перерыв в работе и есть путешествия, эмоции, мне очень легко даются тексты для себя. Видите, еще один момент профессии. Что касается
текстов профессиональных моих, тяжело, как и всем, мне писать тексты и хорошие, в том числе даже когда их хвалит редактор. Я нашла для себя несколько способов, как можно написать неплохие тексты. Я говорила там в своих видео о том, что не используйте штампы, не используйте сложные слова, это понятно. Но вот чтобы мне легче создавался вот этот текст, я придумываю себе какую-то фишку. То, как я его начну, то, с чего я оттолкнусь, как я интересно придумаю эту историю. И вот это начало истории подсказывает тебе формат. А потом ты уже можешь придумывать сам текст. Вот я придумываю себе всегда интересное начало. Как бы я не просто сегодня произошло, или там какая-то там годовщина и так далее, а какое-то вот... Например, у меня была история, когда я делала материал по годовщине 2 мая, и поехала, отсняла то место, где происходили бои в обычный день. И показала, целью материала было показать, как спустя 5 лет, там, какие расследования, суды и так далее. И мне показалось интересным показать, как выглядит то место, где происходила вот эта трагедия, ужас и так далее, в обычный день. А в обычный день ничего особенного там не происходит. Как люди идут на остановку, уходят с вокзала, играют с детьми прямо на тех же местах. И мне показалось интересным с этого начать. Несколько было еще моментов, это касалось и телевизионных сюжетов, которые я себе продумывала, какие-то там, это тут начну с интересного лайфа, тут попрошу героя там что-то сказать, здесь то, здесь все. То есть вот это начало продумывайте себе, оно вам поможет. И второй мой секретик, который меня спасает часто, это то, что вы можете структурировать практически любой текст. Я вообще очень люблю структурировать. Мне кажется, что когда ты структурируешь, людям понятно, им легче воспринимать информацию. Поэтому в любой непонятной ситуации структурируйте текст, там 10 правил, 5 моментов, которые вы могли бы не знать, то все, это реально помогает. Вроде ответила на все ваши популярные вопросы. Уже охрипла даже немного. Спасибо вам огромное, что вы меня слушали, что вы задавали мне вопросы, комментировали, ставили лайки. Я обычно не выпрашиваю лайки, мне как-то неудобно даже, но приятно видеть, что вы постоянно реагируете и вот так реагируете, что вам интересно меня слушать. Спасибо вам огромное, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал, увидимся.